Давненько не было видеороликов по поводу Тайни Бани. Вообще, что с ними сейчас творится, никто даже и не знает. Блин, какие-то мероприятия, и на этом все. Нам вообще-то нужно знать, что с пятым эпизодом, когда нам его ожидать. Ну, хотя некоторые уже слышали информацию, то, что точно не в этом году, не под этот Новый год. Все, как всегда, с задержкой. Ну, а как иначе? Ну, преданные фанаты, естественно, будут ждать, так же, как и я. Поэтому у аппарата, как всегда, несменного ведущий я, Дэдфоб, и сегодня мы продолжаем тему такую, что по пятому эпизоду, какая вообще последняя информация была нам дана известна. И да, кстати, я посмотрел «Пять ночей с Фредди». Кто смотрел, напишите в комментариях. Я же посмотрел буквально вчера, и мне как бы, можно сказать, зашло. Но что-то, блин, чем-то меня не зацепило. Ну, а мы продолжаем. Всем привет! Новости по пятому эпизоду. Прошло уже полгода с тех пор, как мы усердно работали над пятым эпизодом нашей игры. Это будет заключительный эпизод, и поэтому мы вкладываем в него все свои силы. Вас ждут множественные концовок, нового арта и оригинальная музыка. Мы не хотим спойлерить, чтобы не испортить вам удовольствие от прохождения, но с радостью поделимся некоторыми нашими достижениями в разработке игры. Наш программист Данил Зайнулин успешно работает над созданием игры, постоянно придумывая при этом креативные технические решения. Режиссер и по совместительству художник Сайкона также добивается значительных прогресса. Им было разработано впечатляющая подача еще одной из концовок игры. Несмотря на достигнутый прогресс, еще предстоит много работы. Однако новелла достижается в нужном направлении. Спасибо всем за терпение и поддержку. Мы будем рады делиться с вами прогрессом разработки. Впечатляющая подача еще и одной из концовок игры. Несмотря на достигнутый прогресс, еще предстоит много работы. Однако новелла уверенно достигается в нужном направлении. Спасибо всем за терпение и поддержку. Мы будем рады делиться с вами прогрессом разработки игры. После февраля, возможно, мы добавим информацию о процентах выполнения, когда станет более реально оценивать количество проделанной работы. На данный момент многие процессы идут параллельно, и оцениваются их в процентах довольно сложно. Чтобы не пропустить новости, ставьте колокольчик в нашей шапке группы, чтобы ничего не пропустить, и поделитесь игрой с друзьями. Нам будет очень приятно. ПС, вот вам предновогодний Тихонов. Это, видим, у нас здесь лейтенант Тихонов, и у него на фоне вроде как диско-шар, что ли, или который такой шар, часто Новый год я вижу продается, который, то есть включаешь его в розетку, и он как бы в ночное время просто показывает такие вот свет, в общем, крутится, то есть, ну да, в общем, диско-шар. Вот, хоть какая-то информация у нас уже есть. Что она нам дала? Нам она дала то, что еще только в феврале мы сможем получить информацию в процентах готовности эпизода. Так что вот так вот, друзья. Будем ждать то, что хотя бы как-то в процентах мы будем уже знать готовность пятого эпизода. Ну и игру, скорее всего, выпустят уже пятый эпизод. В этот раз выпустят под Новый год. И уже, скорее всего, я буду в армии. Не серчайте, но я от этого как бы не могу как-то уклониться или так далее. Поэтому придется мне попросить кому-то пройти пятый эпизод за меня и выложить на мой канал. Вот. Так что будем делать именно так. Вышла новость Кирпак, хозяин леса. Художницей стала Жижа.
Талантливая художница божественно рисует зверей. Мрачный таинственный владелец черного гаража уже здесь. Под его дудку пляшут все пернатые и лохматые обитатели таежного леса. Хотите приобщиться к культуре сладкоежки? Тогда скорее запустите мясорубку. Я сказал мясорубку? Вам послышалось, мои сладкие. Встречайте хозяина леса и молитесь, чтобы он не встретил вас в первом снежной чащобе под покровом ночи. Как думаете, какой стикер-пак будет следующим? Ну, если так гадать, то мы уже с вами видели отсылку на стикер-пак с Антоном, где он нам показывает нет. То бишь, скорее всего, нам надо ожидать стикер-пак с Антоном. Скорее всего, всех персонажей мы увидим. Даже, мне кажется, Лилию Павловну и лейтенанта Тихонова мы увидим в стикер-паке. Вот. Ну и да, я еще заметил, я не знаю, как вы, но мне в последнее время стало нравиться слушать рок. И Король и Шут не стали этим исключением. И там у них есть одна песня под названием «Хозяин леса». И она как-то слегка сдвинулась, точнее, к вершине сдвинулась. Песня под названием «Хозяин леса». Она получилась очень неплохой, очень хороший. Мне она прям понравилась, я ее переслушиваю. И когда я слушаю, я честно посчитал то, что хозяин леса — это тот самый хозяин леса, который из Тайни Бани. И из-за этого сдвинулся он, как бы вам сказать, в строчках топов у них странички артистов. Новинки уже в продаже. Хочешь быть самым модным? Любишь новеллу «Зайчик»? У нас есть чем тебя порадовать. Совместно с Яном, брендом одежды и мерча, мы предоставляем вашему вниманию коллекционную футболку Overface с полюбившими персонажами. Старались сделать, чтобы каждый из вас смог найти что-то себе по душе. А к принту с Катей даже приложили руку с Айкона. Этот принт отлично подходит для тех, кто хочет выделиться, поскольку на ней используются фирменные технологии печати. Она позволяет создать эффект настоящего золота. Это делает футболку уникальной и стильной. Одежда изготовлена из высококачественного плотного материала, который обеспечивает максимальный комфорт при носке и сохраняет свой вид даже после многочисленных стирок. Все футболки из коллекции украшены фирменным жаккардовым патчем с логотипом игры «Зайчик». На спине логотип и лапка из игры. Подобрать правильный размер футболки вам могут менеджер и Янами. Заказать футболку можно на официальном сайте. Так, Янами, ссылка в первом комментарии. Доставка по всей России. Промокод на 10% на скидку для подписчиков нашей группы с Айкона 10 действует до 15 декабря включительно. При доверии Нового года самое время обновить свой гардероб и стать обладателем уникальной футболки с вашими любимыми персонажами. Ну и давайте взглянем вообще, что мы имеем из мерча, какие вообще футболки и так далее. Ну и мы видим, то есть 3 футболки, вообще всего весь мерч состоит из этого. Я, конечно, ждал, что будут какие-то, например, джемперы или еще что-то, но имеем пока что 3 футболки. Первая футболка у нас это Антон держит маску зайчика, по бокам у нас Алиса, и сверху у нас это хозяин леса протягивает лапу. И видим у нас еще сбоку, где рукав, какая-то есть надпись «Зайчик». Ну и это в принципе неплохо. Следующая футболка у нас она с Катей. И она же у нас как типа новелла говорит гадюка. И она, видите, змеями вся такая завязанная. И следующая футболка у нас это чисто Алиса, но она меня вот зацепила больше всех. Алиса у нас спереди обычная, а сзади ее демоническая, то есть версия. Что когда Антон не захотел есть мясо. Выглядит в принципе неплохо, меня именно это и зацепило.
Ну и как писали, то что сзади у нас логотип игры Tiny Bunny и Заячья лапка. В принципе, выглядит неплохо, я даже скажу очень хорошо. Постарались, молодцы, свой мерч появился. Они пока что есть хайп, и мне кажется, еще долго будет держаться, потому что такая тема всем вот просто-напросто она вот близко по душе. К простому человеку вот как-то вот просто вот хорошо относится вот, и всем эта игра подошла, и все как бы, всем понравилось, и все покупают. Думаю, что многие могут приобрести. И, во-первых, все зависит от цен. Обычно, когда какие-то коллабы, они наоборот идут дороже. Поэтому смотрите сами. Но, в принципе, я бы с Алисой приобрел бы майку черную. И да, почему только черный цвет? Надо добавить маме белый. Есть любители белого цвета. Я как бы не хейтер белого цвета. Мне как бы одежда, она есть одежда. То есть, например, может с белым цветом, где, например, Катя выглядела бы лучше. Я даже, предположить не могу, но если бы вариацию сделали такую, мне кажется, смотрелось бы неплохо. А как вы считаете, напишите в комментариях. Будет очень интересно. Ну и как бы для внимательных моих зрителей традиция продолжается. В комментариях напишите кодовое слово «гусь», «обнимусь», кодовые слова даже. Вот, потому что я всегда слежу, с какой процент, сколько в комментариях отписывается то, что досмотрели видеоролик до конца. Мне очень приятно. Вы пишете кодовые слова, слово, и то, что вы смотрите мой видеоролик до конца. Есть какой-то смысл мне делать ролик. И то есть таким длинным. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Это за такую большую поддержку, за проделанную работу. И да, сегодня на календаре уже 1 декабря. Всех поздравляю с праздником, с первым днем зимы. До Нового года осталось не так долго, и поэтому будем ждать, зачеркивать деньки. Готовьтесь к Новому году, уже смотрите заранее подарки, и, если честно, рекомендую приобретать уже прямо сейчас, поскольку я уже приобрел несколько подарков для друзей, коллег и родителей и знакомых. Поскольку к Новому году ближе, как это всегда принято, будет намного дороже. Поэтому смотрите сами, я просто с того года сделал аналитику, смотрел, сверялся. Ну и это как дружеский совет вам, моим подписчикам. Если что-то хотите приобрести, следите на Озоне, но, как мне сказал коллега, в феврале месяце лучше всего приобретать то, что сейчас стоит очень дорого. Ну и в этом не предугадать, то есть что-то купить сейчас, что-то потом. Вот, всегда такие вот дела. Спасибо большое за то, что вы нажали на лайк, написали комментарий и подписаны на мой канал. Ну и еще, если у вас стоит колокольчик, то это вообще просто имба. Вот. Ну, а на этом, ребят, у меня была вся информация, которую я смог откопать по поводу Tiny Bunny. Как вам? Напишите в комментариях, много ли было добыто материала и полезно ли вам вообще было это сегодня узнать. Я, если честно, на вашем бы месте был бы рад хоть какой бы информации, хоть даже то, что стикер-пак какой-то сделали, то, что вообще можно идти ВКонтакте и его приобрести. Вот. Ну а так, спасибо большое за внимание, до новых встреч, ну и уже скоро буду в конце ролика вам говорить с наступающим Новым годом. Вот. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всех обнял, всем всего наилучшего и до новых встреч. Покеда.